Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами в Мелитополе. Проезжаем заправку Атана. Как я уже говорил, бензин есть. И средняя цена вот по трассе Р-280 по Запорожской, Херсонской области приблизительно от 80 до 85 рублей. Это за литр 95-го бензина. Долго меня просили показать город Мелитополь. И вот проездом в Крым я специально поехал не по объездной дороге, а именно решил проехать вот по центру этого южного, можно сказать, курортного городка. Посмотрел я в Википедии, и на 2022 год в Мелитополе насчитывалось чуть менее 149 тысяч населения. Ну и первым же делом, естественно, я обратил внимание на дорожное покрытие. И честно вам скажу, конечно, дорога меня удивила. Удивила в лучшую сторону. Признаюсь, что в Мелитополе вот именно так вот я ни разу не был. Приезжал всегда по объездной как-то и не задумывался раньше заехать, посмотреть. А сейчас вот меня это все заинтересовало. Ну, Мелитополь, как известно, город, славящийся своей черешней. Мелитопольская черешня считается, наверное, самая лучшая черешня вот на всем постсоветском пространстве. Ну, я с этим полностью согласен. У нас в Крыму постоянно спрашивают, откуда черешня мелитопольская. Если то, прям сразу надо брать без раздумия. Ну, а мы двигаемся с вами вот по улочкам Мелитополя. Посмотрите, тут сочетается и древние постройки, вот что мы видим с правой стороны, такие одно-двухэтажные здания, а с левой были вот уже палатки торговые, офисные, центры такие небольшие. Ну, такой вот он, провинциальный городок Мелитополь. Сейчас он считается административным центром Запорожской области. Ну и давайте посмотрим вот на дороге. Обращаем внимание, видите, все разметка, пешеходные переходы нарисованы, все как положено. Ну и, конечно же, количество машин. Вот ехал я по Луганску, может быть, в такое время попал, что мне показалось, что в Луганске машин было немножко меньше. А вот в Мелитополе, конечно, на мой взгляд, машин побольше. Но, возможно, вот в Луганске едешь 2-3 полосы в одном направлении, и так вот, так сказать, размыто вот это впечатление. Площадь больше, и машин кажется меньше. А здесь вот, видите, едем с вами по дороге, по одной полосе в каждом направлении. Еще и машины на обочинах припаркованы. Так что кажется, что их немного больше. Но это как по мне. Вот напишите в комментариях, вот местные жители, если будут смотреть, прибавилось ли машин или наоборот убавилось. Ну и напишите. Конечно же, строительство трассы Р-280 идет сейчас полным ходом. Но особенно это видно вот по Донецкой области. Очень интенсивное строительство. Обход Мариуполя сейчас строится. 4 полосы будет, по 2 в каждом направлении. Ну и задача поставлена, вот это вот Азовское кольцо, трасса Р-280, все вместе будет, вместе с Тавридой по Крыму. Протяженность этого Азовского кольца будет 1417 километров. Ну и, соответственно, и в Запорожской области, пока вот ехал, не замечал еще, что где-то началось строительство, вот еще дополнительно 2 полос движения, но в будущем все это ждет и Запорожскую, и Херсонскую области. Выделены огромные деньги на строительство. Ну, естественно, все это будет поэтапно строиться. И когда вот эти 4 полосы будут строить, то все города и населенные пункты эта дорога будет обходить. И участь Мелитополя такая же. Вот эта дорога будет обходить Мелитополь. Ну, она будет считаться как скоростная, хотя и сейчас неплохая, даже очень хорошая объездная дорога у Мелитополя. И вот если ехать в Крым или из Крыма, у меня даже есть видео этой объездной дороги Мелитополя. Но сейчас вот решил проехать по центру, и вот в центре попал в такие вот пробки, видите? Очень много припаркованных машин и очень много, кстати, светофоров в центре, через каждый там 200-300 метров. Вот бывает такая волна,
под красный попадешь и едешь вот так вот с остановками. Ну, естественно, остановки я вырезал, чтобы не занимать ваше время. Ну, вот посмотрите, здесь вот по центру 4 полосы. По 2 полосы в каждом направлении. Еще и есть вот карманы для парковки машин. Стоят вот погрузчики. Видим, что обрезают деревья. Вот справа особенно тополя, вот эти пирамидальные, хорошо видно. И ветки вывозят. Так что приводят соответственно, божеский вид, чтобы и дороги обзор не занимало, и на голову ветки, вот сухие ветки не падали. Так что вот работы идут. Сейчас как раз самое время, глубокая осень, но судя по погоде в Мелитополе, этого не скажешь, что глубокая осень. Ну и, конечно же, вот молодежь на самокатах, куда без них. Ну, я вижу у них вот частные самокатики такие, ну, едут тоже по проезжей части, не боятся. Еще такая вот напасть Мелитополь не настигла, где этих самокатчиков больше, чем пешеходов, и шныряют по всем местам, где можно, где нельзя, и по тротуарам, и по проезжей части. Вот за ними глаз да глаз, чтобы не сбили. Все больше и больше аварий с ними. Ну вот мы выехали с вами, минули пробки, закончились светофоры, но начались вот эти лежачие полицейские. Тоже вот знак 40 почти везде. Ну, в принципе, я-то и не торопился, ехал потихонечку. Это я вот немножко ускорил видео и рассматривал по сторонам. Мне самому было интересно посмотреть на город Мелитополь. Ну, честно скажу, городок мне понравился. Такой он компактный, небольшой. Быстро я его проехал, хоть и с пробками. Ну, в принципе, я никуда и не заезжал в другие места. Вот как навигатор меня вел, машины. Вот ехал прямо, потом повернул налево и сразу вот выехал на трассу Р-280. Ну, а так, впечатление, общее впечатление осталось хорошее от Мелитополя. Ну, и вы вот заодно посмотрите столицу черешни бывшего СССР или СНГ. Вот можно даже так назвать этот город, потому что действительно вот Мелитополь, когда это название на слуху, сразу приходит на ум, это вот мелитопольская черешня. Ну и действительно так, наверное, это очень мне нравится она. Это такой же тренд, как и вот херсонские арбузы. Ну, Херсон у нас еще впереди, Херсонская область, а пока вот едем. Вот смотрите, сколько лежачих полицейских, ну, чтобы действительно не разгонялись. Дорогу построили. Вот эти вот столбики пластмассовые на разделительные ставят. Ну, очень вещь непрактичная. Век жизни их недолгий, а вот мешают просто. Ну, это специально, наверное, сделано, чтобы не выезжали на встречку. Хотя вот здесь, если барьерное ограждение ставить, не получится. Все такое так компактно. Ну, вот и выходит из положения. Вот эти столбики ставят. Ну, летом это, конечно, хорошо. Можно сказать, даже не мешает. А вот зимой, когда, ну, в Мелитополе в меньшей степени, тут зимы-то, наверное, практически не бывает. А вот где снега выпадает много, и вот снегоуборочная техника, когда начинает убирать снег с дорог, вот эти столбики, это вот враг их, потому что их не объедешь, и вот между ними постоянно собирается снег, и приходится вот лопатами рабочими вручную там вот очищать все это. Хотя это вот разделительная осевая на проезжей части, разделяет потоки направления. Но вот пока мы с вами разговаривали, потихонечку, помаленечку, вот мы выезжаем уже со славного города Мелитополя. Смотрите, дорожка какая, одна песня. Ну и, конечно же, я еще не заметил, вот камеры еще не успели натыкать. Вот в самом городе, про трассу мы поговорим отдельно, Р-280, а вот в самом городе пока вот камер нет. Но, возможно, это уже ненадолго. Скоро и здесь на каждые 100 метров будут стоять, чтобы скорость не превышать 60 километров. Хотя везде почти стоят ограничение скорости 40 километров. Очень много, видите, с обеих сторон заправочных комплексов,
Конечно, бензин дороговат сегодня. Даже вот в Крыму 95-й 76 рублей средняя цена, от 75-50 до 76, то вот в Запорожской и Херсонской областях достаточно дорогой бензин, меньше 80 рублей за 95-й на заправках я не встречал. Хотя я вот здесь и не заправлялся, но специально вот следил, какова цена, чтобы вам донести все это дело. Ну и вот город практически закончился, и мы выезжаем с вами на трассу, в скором будущем, я имею в виду, на трассу Р-280. Трасса будет называться, она уже называется Новороссия, и вот ее будут делать четырехполосным исполнением. Вот видели табличка, мы проехали табличку, указывающую, что город Мелитополь закончен, и можно уже смело ехать 90 километров в час. Ну вот, видите, какая дорога. Очень и очень солидное качество дороги, я имею в виду. Объездная дорога, если что, вот по ходу нашего движения, она находится с левой стороны. Ну и большинство, конечно, транзитников едут по ней, что, собственно, и я всегда по ней ездил. Ну, здесь вот именно специально заехал, чтобы снять видео и вам показать, какой он сегодня город Мелитополь Запорожской области, нынешний административный центр Запорожской области. Ну, а я на этом буду заканчивать, дорогие друзья, наше вот такое небольшое путешествие по Мелитополю. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, тем более еще много дорог я собираюсь показать, вот именно, как сейчас говорят, на новых территориях. Каково их состояние, где ямы, где хорошее покрытие. Ну и все, мы это с вами посмотрим. Мне тоже это, конечно, все интересно. На этом все. И до новых встреч в новых роликах.